Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал о моделизме Dasha Models. Сегодня у меня на обзоре модель карьерного самосвала BelAZ 7547. И сегодня я расскажу, почему я не в восторге от этой модели с точки зрения моделиста. Итак, поехали. А буду я сегодня предвзята. Мне просто не нравятся готовые модели. Просто не нравятся, и это вопрос вкусовщины. Я какой-никакой моделист, и я люблю приложить руки к миниатюрной технике. И каждый раз, когда я беру в руки подобные модели, меня немножко одолевает тоска. Я обозревала готовую модель ровно год назад, и это была журналка ЗИС-6 от легендарных грузовиков. И там я высказала мысль о том, что пусть производители подобных моделей пойдут по следам АВД и будут делать часть своих моделей в наборах, тем самым увеличив аудиторию. Все равно китайцам такие модели приходят в виде наборов для сборки, и вам, производителям, надо просто упаковать такие наборы в красивые коробочки и дать более-менее понятную инструкцию. И огромная аудитория моделистов и им сочувствующих уже ваша. Но нет, производители моделей продолжают занимать китайские руки работой. Хотя я понимаю, что журналки рассчитаны в основном на коллекционеров, и они не готовы тратить свое время на сборку и окраску модели. А теперь давайте взглянем на эту модель. Это модель самосвала BelAZ 7547, и это один из маленьких их самосвалов. И выполнен он в неклассическом масштабе, 50-м. А почему именно в этом? Многие не понимают, 43-й масштаб, а тут еще и 50-й. 50-й масштаб, он принят у моделей строительной техники. Например, такие известные производители строительной техники, как Liebherr, Caterpillar, тоже выпускают свою сувенирную продукцию именно в этом масштабе. И белорусские ребята, видимо, пошли по следам своих зарубежных коллег. И на полках эта модель, кстати, смотрится сопоставимо с, например, с КАМАЗом от АВД. Кстати, наборы для сборки моделей я покупаю в интернет-магазине «Модельная лавка». Там я регулярно проверяю новинки и скидки. На этом сайте это действительно очень удобно делать. Также на сайте действует акция «Приведи друга и получи скидку», а по этому промокоду у вас будет скидка в 200 рублей на первый заказ. А по промокоду Dasha у вас будет скидка в 10%. А также мониторьте их акции. Их действительно очень много, и они очень интересные. 7547 – тяжелый карьерный самосвал грузоподъемностью 45 тонн. Он предназначен для перевозки горно-рудных масс и других сыпучих грузов, главным образом на открытых разработках полезных ископаемых. Применяется также на строительных площадках крупных промышленных и гидротехнических сооружений, больших дорожно-магистральных комплексов и развязок, в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. Эти 45-тонки, первые модификации которых выпускаются с 70-х годов 20 века, были и остаются одной из главных машин данного класса грузоподъемности в модельном ряде Белорусского автомобильного завода. Основа осталась той же, однако на самосвалах серии BelAZ 7547 по сравнению с машинами данной марки прошлых лет, кроме изменения конструкции ряда деталей и узлов, связанных с применением шин большего размера, был реализован ряд других новых технических решений. В настоящее время сходящие из конвейера Белорусского завода автомобили BelAZ 7547 в стандартной комплектации комплектуются штатными системами пожаротушения и видеообзора. По отдельному заказу самосвал можно оснастить зеркалами с электрообогревом, дополнительным отоплением кабины, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами задних колес и сухими дисковыми тормозами на передних колесах. А давайте теперь посмотрим на плюсы этой модели. Во-первых, у нее поворачиваются колеса передней оси, и также у нее есть рабочая задняя подвеска и рабочий самосвальный кузов. Из металла сделан полностью кабина, рама, кузов, и это тоже можно отнести к плюсам. Также у модели резиновые брызговики, и они тоже двигаются. А что с недостатками? Первое, что у многих пластиковых деталей не зачищены литьевые швы, и поэтому я против китайцев. У моего экземпляра есть скол краски до металла на водительской двери. Литьевые швы есть и на резине. Грубо и неровно прорисованы уплотнители на стеклах. Я бы такое на своих моделях бы не допустила. Белая полоса на передней части кузова покрашена неровным прямоугольником, а какой-то непонятной фигурой. И краска местами пузырится. На приборной панели нет циферблатов. Видимо, зрителю нельзя заглядывать в кабину. Ах да, еще у этой модели нет выхлопной трубы. Видимо, BelAZ соответствует нормам Евро-10. Еще к недостаткам я бы отнесла малое внимание к деталям производителя. Помимо приборной панели и выхлопной трубы у модели отсутствуют дворники. Очень упрощена радиаторная решетка. Также ступеньки лестницы не имеют рельефа и перфорации. Все поручни очень выглядят немасштабно толстыми.
Также зеркала тоже не похожи на оригинальные и отсутствуют внешние упоры капота. Нет некоторых крючков, а фары выполнены не из прозрачного пластика, они просто нарисованы серебрянкой. А на некоторых экземплярах этого самосвала, фото которых сделано недалеко от Воркуты, есть защитные решетки на фарах. И мне кажется, что диски колес у прототипа совсем другие. А именно эти мелочи как раз и оживляют модель. И вам кажется, что в руках настоящий самосвал. А тут производитель немножко это упустил. Ну а если без шуток, то такими чистыми эти машины бывают только один раз в своей жизни, сразу после схода с конвейера. На многих фото, которые я нашла в интернете, эти монстры находятся в обычной своей среде обитания, в карьерах. Они пыльные, грязные, в общем, рабочие лошадки, которых гоняют на убой ради извлечения прибыли прямо из недр земли. Именно такая и должна быть модель. А чтобы добиться такого естественного результата, мне надо будет разобрать эту модель, содрать китайскую краску и покрасить его заново. Так, может, таким людям, как я, и не стоит оплачивать такой недешевый труд китайских коллег. Ах да, я совсем забыла о цене этого творения. На официальном сайте Белаз Шоп этот Белаз стоит 6600 рублей. Насколько оправдана эта цена, не знаю, но думаю, что такая модель зайдет заядлым коллекционерам, которые сметают с полок магазинов все возможные модели, от дорогого мини-чампа до журнала Кадэ Агастини. Если вы прям целенаправленно собираете строительную технику, то это ваша модель. А если вы только начинающий коллекционер, то, думаю, с этой моделью вам надо будет повременить. А если вы настоящий моделист, то это точно не ваш вариант. Кстати, если вы фанат белорусских самосвалов, то на Белаз Шоп есть много сувенирной продукции помимо моделей. Там есть кепки, футболки, брелки с символикой белорусского автомобильного завода. Хотя и модели я бы тоже отнесла к сувенирной продукции. И я думаю, что данные модели отлично подойдут в качестве подарка фанату строительной и карьерной техники. А на этом обзор модели подошел к концу. Напишите в комментариях ваше мнение о данной модели легендарного самосвала, и я с удовольствием их прочитаю. А также не забывайте подписываться на мой канал, и каждую неделю у меня выходит новое видео о моделях, да и не только. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.